Приветик, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Na'Vi Junior Dota 2. Если вы у нас впервые, то смело подписывайтесь на канал, так как у нас много интересного контента о нашей команде. И вот сегодня вместе с вами мы познакомимся поближе с одним из игроков нашей команды. Именно поэтому прямо сейчас у нас на связи мидер нашей команды Ричман. Привет, Ричард. Всем привет. Как настроение перед твоим первым сольным интервью? Есть волнение? Нет, нету, все хорошо, нормально себя чувствую. Это не может не радовать, потому что сегодня мы поговорим о твоем киберспортивном пути. И начать хотелось бы, конечно же, с твоего детства, когда все мы зачастую и знакомимся с компьютерными играми. Помнишь ли ты свою первую компьютерную игру? Кто тебя вообще познакомил с этим миром и сколько тебе тогда было лет? Мне тогда вроде было 7 лет. Мгм. Меня познакомил мой двоюродный брат. Первая игра, которую там я играл, это была Лига Легенд, лол. Мгм. Он ее тоже тогда играл. И потом я вроде играл в нее там год, или не год, я не помню сколько, какое-то время. И потом я забросил играть в лол, не играл игры где-то пару месяцев. Потом я уже начал играть в доту. Помнишь свои самые первые впечатления о Доте после Лола? Сразу ли она тебе понравилась? Да, она мне сразу понравилась. Мне не было никаких претензий к доте. Мне Мгм. все нравилось. Играл, кайфовал. А желания вернуться в Лол не было? Нет, Доты? вообще не было. Я знаю, что у тебя есть старший брат, который также играет или играл в Доту. Да. Бывали ли у вас какие-то споры по поводу того, кто сейчас будет играть, или он там давал тебе какие-то советы, напутствия, как лучше играть, какую позицию выбрать, или там критиковал, как ты играешь после игры? Ну, у нас были споры, как кто за компьютером будет сидеть иногда, но Мгм. они всегда решались очень быстро. Не было никаких там серьезных. Просто, ну, как у всех бывает. Насчет как играть, нет, не учил особо. Я сам учился. Просто говорил, где плохо сыграл, и все. Помимо Доты ты еще играешь в Apex, исходя из того, что ребята недавно рассказывали, что ты в 6 утра лег спать из-за того, что вы играли всю ночь в Apex. Да, игра Apex и в Доту. Только две Мгм. игры я играю. Как ты с Apex познакомился? Как вообще получилось так, что ты играешь в Доту, это моба, и в то же время играешь параллельно в Battle Royale? Также меня познакомил с этим двоюродный брат, он играл Apex, я тоже решил скачать. Поиграли, мне понравилось. Потом я забросил Apex играть, но потом я его еще раз скачал, и вот до сих пор играю уже 2 года. А когда ты уже узнал о существовании компетитива? И помнишь ли ты свой самый первый турнир, который ты посмотрел по доте или по другой дисциплине? Да, я его прекрасно помню, это было в 2017 году, когда Team Liquid выиграли. Мгм. Я его смотрел и очень кайфовал от всего. От International, как он проводится и все остальное. Ну да, инт всегда прям вовлекает в эту индустрию, и у тебя появляется желание вот точно так же выходить на сцену, как и Miracle и другие ребята. Был ли у тебя такой момент, когда ты прямо осознал, что вот я тоже хочу быть киберспортсменом, или ты просто играл с друзьями по фану, потому что тебе нравилось? Сперва я играл по фану, ну а потом я уже себе поставил какую-то цель. Апнуть ранг там и просто попасть на мировую сцену. С кого ты в тот момент брал пример? За какими командами ты тогда наблюдал, следил? Именно если, я тогда в 2017 году только это был Team Liquid, Мгм. и за Miracle, и все. Мгм. Потом я следил за командами, которые были, просто на тот уровень, топ уровень. Вот ты принимаешь для себя решение, что ты тоже хочешь быть киберспортсменом, и ты, очевидно, начинаешь очень много тренироваться и уделять времени на тренинг в доте. Как родители относились к тому, что ты так много времени проводишь за ПК? Нейтральное было отношение к этому. Мгм. Не очень плохо и не очень хорошо. Их отношение как-то изменилось уже сейчас? И если да, то когда это произошло? До инвайта в Нави или после? Они и до инвайта, уже к этому намного лучше относились, но Мгм. после еще лучше стало. Принимал ли ты участие в каких-либо турнирах до Нави Junior? Да, мне когда было 13 лет, я в Латвии увидел, что есть лан-турнир по доте. Я туда приехал, вообще не знал никого, кто там есть. А Мгм. его, оказывается, собирали люди, которые в доту играют тут. Просто любители. Они просто там сняли компьютерный клуб и как турнир сделали. Вот, не на большой призовой фонд. И играли. И я тогда приехал и его выиграл сразу же. У меня еще тогда там был никнейм Наруто. Очень забавно было. Вот как раз М- я м- хотела у тебя Меня из- спросить. меня из-за этого никто не хотел там брать, но потом взяли. Из-за никнейма? Нет, именно не хотели брать в том плане, там предпоследним брали. Потому что Мгм. именно нормальный ПТС был, там не особо высокий уровень. Было 5000 вроде. Мгм. Но никнейм Наруто, и меня никто не знал.
Как отреагировали твои компаньоны, твои соперники, когда узнали, что этот турнир выиграл 13-летний парень? Но они сразу об этом узнали, когда там, увидели меня, спросили. Они удивились, то, что я им говорил в игре, что делать. Ну, вот, Мгм. тащил игры. Ты тогда уже играл на позиции мидера или это была другая позиция? Да, тогда я играл на позиции мидера. Ты всегда играл на этой позиции или до мидера ты играл на других позициях? Нет, когда я только начал играть доту, я играл на суппорте, там до какого-то времени. А потом я начал играть на керри, миде, как там по настроению. И потом уже в один момент я уже просто играл только мид. И так до сих пор играю. Будет такая возможность поменять свою позицию. Хотел бы что-то изменить? Или остаться на Э, миду? Сейчас мне нравится, что я играю на миде, я бы ничего не менял, но в Мгм. будущем, может быть, когда-то там и поменял бы. На какую, к примеру? Если бы менял бы, тогда бы, скорее всего, на суппорта. Ну, в Но общем, я не знаю уже, что к тому времени будет. Может быть, тогда уже керри захочется. И вообще не знаю, буду ли я менять к тому времени. Это время покажет. ты вот сказала про ник Наруто. Расскажи о том, как ты пришел к никнейму Ричман. У меня не было никнейма, из-за того, что там, когда был Наруто на лане никнейм, это тоже не никнейм, это просто так я поставил. Мгм. У меня никогда не было никнейма никакого. И в один день я просто задумался о никнейме и вспомнил, что мне дядя спросил один раз, когда мне было мало лет, знаю ли я, что такое значение слова Ричман. А на английском это богатый человек. Мгм. Вот, и мое имя Ричард, и из этого, просто так совпало, что мне понравилось, как звучит, то, что меня зовут Ричард, никнейм, и вот поставил Ричман. Как отреагировала семья, друзья, знакомые, близкие на то, что Ричман теперь часть организации НАТО Свинс? Они очень порадовались и поздравили меня. На нашем канале вышло огромное интервью с нашей командой о том, как это все происходило, поэтому после этого интервью обязательно посмотрите. Хоть еще рано, наверное, об этом говорить, но тем не менее прошло уже около полугода, как вы часть нашей организации. Изменилась ли как-то твоя жизнь с приходом в стан рожденных побеждать? Да, изменился мой майндсет к игре. Мгм. По-другому начал смотреть на игру, потому что начал играть в команде. Мы играем в скримы, с этого получаю больше опыта. Раньше мне такого опыта было очень мало, или даже не было. Уже с другим взглядом смотрю, да, изменилось в хорошую сторону. Чувствуешь ли ты какой-то индивидуальный прогресс? Вот ты прям понимаешь, что ты растешь не по дням, а по часам в плане Да, понимания да, он игры и всего. есть. И большой, да. Насчет Мгм. понимания игры, да, он есть. Совсем недавно у нас было первое боевое крещение для нашей команды. Это открытые квалы во второй дивизион DPC. Как они прошли лично для тебя? Было ли у тебя какое-то М, волнение, переживание, да и в целом? Какие эмоции? Нет, лично насчет волнения, если я уж туда, если я их играю, то что мне волноваться? Мне надо волноваться, когда я не буду там играть или не Мгм. попаду на туда. Вот. А так не было волнения. Лично своей игрой я доволен. Можно, конечно, лучше, но на то время был доволен. Ну и, в принципе, ребята в интервью говорили, что, пожалуй, единственный, кто в команде отыграл хорошо, по их мнению, это как раз был ты и Ридус, несмотря на то, что у него были технические моменты. Это Да. неудивительно, потому что у тебя 15 тысяч часов в доте. Это прям внушительное число, тем более, когда ты знаешь, что тебе 16 лет. Сколько примерно часов в день ты уделяешь на тренировки в доте? Думаю, где-то 6-8 часов или даже, может, чуть больше, чуть меньше. Или не могу сказать ровное число. Ну и вот так каждый день, практически без выходных. Да, да. Ну, иногда там бывает, что один день не поиграю доту, поиграю просто в Apex иногда и все. Мгм. Но это редко. Бывает ли такое, что ты просто устаешь? Вот ты устаешь и не хочешь играть просто в доту. Да, да, не хочу играть, там посижу, что-то посмотрю в Ютубе, либо, не знаю, что-то придумаю, что поделать, и потом через час, 30 минут где-то, или 20 даже, сразу захожу потом играть, потому что желание появляется. Как часто ты вообще тертуешь, когда ловишь какие-то лустрики? У меня нет этого тильта. У меня этот тильт не идет так, то что я там сижу, тильтую, играю там, кричу на всех в паблике, все остальное. Нет такого. Мгм. То есть ты, в принципе, очень спокойный такой, Да, уравновешенный да, игрок. да, А, спокойно. Но если могу сказать какую-то гадость, то скажу, но это очень редко. Чем ты вообще занимаешься в свободное время? В свободное время я один просто иногда гуляю на улице, просто хожу. Мгм. И хожу в зал, но сейчас я не хожу, потому что просто режим плохой и, лень ходить туда. Мгм. Но собираюсь все пофиксить и туда ходить. Ты живешь в Латвии, в Риге, очень красивый город, где Ричарда в Риге можно встретить чаще всего. Да, это правда.
В магазине. В супермаркете? Ну да, в магазине или когда просто хожу на улицу. Хорошо, а какие у тебя еще есть хобби помимо киберспорта? Возможно, какие-то увлечения спортом там, до доты в детстве, книги, М, аниме, сериалы, фильмы. Ну, я только занимался в детстве карате 4 года, 5, и все. Мгм. Почему перестал? Просто желание перестало, не знаю, сказал, что я больше не хочу туда идти, и все. Не жалеешь? Нет, не жалею. Ни о чем. А вот сейчас, если была бы такая возможность вернуться или возобновить занятия, пошел бы? Ну, именно к тому времени, да. Ну, Мгм. не ушел бы оттуда бы. А так сейчас нет, не пошел бы туда. Что смотришь обычно на Ютубе? На кого подписан на Твиче? Какой контент вообще предпочитаешь? На Твиче я смотрю Apex и Доту, Мгм. а на Ютубе Доту, и все. И музыку слушаю, больше ничего. То есть какой-то развлекательный контент или там научпоп, условно, Нет, такое тебя не такого не смотрю. интересует? Нет. Если мы говорим про дота-контент, это какие-то хайлайты, либо какие-то туториалы, либо какие-то там турниры, что-то в этом роде? Или просто там нарезки стримов дотеров? Ну, смотрю Топсона нарезки, смотрю Никса. Да, многое смотрю, все нарезки смотрю, которые там есть. Многие. И турниры всё. За кем следишь в соцсетях? Также за дотерами. Хорошо, что по твоим соцсетям? Первая и последняя фотография в Инстаграме была выложена еще 2 года назад. И вообще, в принципе, из Инстаграма твоего очень сложно узнать о тебе какую-то дополнительную информацию. Планируешь ли ты как-то активнее вести свой Инстаграм и почему так сложилось в целом? В будущем, да, я собираюсь поактивнее, буду когда-то активнее вести его. Пока желания на это нету. Но потом я уверен, что появится. Смотри, если мы бы с тобой собирали бы команду твоей мечты, кого бы ты взял? На 3-ю позицию бы я взял Nightfall, на 4-ю Сейва, на 5-ю, я думаю, нет, на керри я бы взял, наверное, Ятора, и на 5-ку бы Мипошку, чтобы также вместе стояли. Звучит очень неплохо. Как бы команду назвал? Без названия было бы. Можно, знаешь, типа, если у тебя ник Ричман, можно Ричмен, типа, богатые мужчины. Ну да, придумали бы. Какие у тебя планы на свою киберспортивную карьеру, если у тебя цель, мечта в этом направлении? Да, есть, цели именно, в общем, цель это, конечно, как у всех дотеров выиграть инт, но так это сейчас апнуть ранг, такая, минимальные цели. И потом уже попасть на больший уровень доты, на тир 2, на тир 1, на тир 1 уровень, именно сперва тир 2 или там сразу тир 1 уже. Окей, я знаю, что сейчас у вас уже начинается КВ, поэтому буду тебя отпускать. Тебе огромное спасибо за то, что ты выделил время, и до встречи с тобой уже в следующих наших видео. Друзья, вам огромное спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, и ставьте нам побольше лайков. А с вами был канал Na'Vi Junior Dota 2. До скорой встречи. Пока-пока.